Знаете ли вы, что в 1901 году каждый третий автомобиль на дорогах Америки был электрическим? В то время как бензиновые машины глохли, воняли и требовали опасного ручного запуска кривой ручкой, электромобили бесшумно скользили по улицам, развивая скорость до 100 км в час. Больше того, именно на электромобиле в 1899 году был впервые преодолен рубеж в 100 км в час, когда бельгийский гонщик Камиль Женаци установил мировой рекорд скорости. Таксопарки Нью-Йорка и Лондона работали на электричестве, богачи предпочитали бесшумные электрокары вонючим бензиновым повозкам, а Томас Эдисон лично разрабатывал аккумуляторы для автомобилей будущего. Но всего за 20 лет электромобили практически исчезли с дорог, уступив место грохочущим бензиновым монстрам. Что же произошло? 10 января 1911 года в Техасе забил нефтяной фонтан Спиндлтоп, который выбрасывал 100 тысяч баррелей нефти в день. За несколько месяцев цена на нефть рухнула с доллара 20 центов за баррель до 3 центов. Бензин, который раньше продавали в аптеках как средство от вшей, внезапно стал дешевле воды. В это же время 1 галлон бензина стоил 7 центов, а зарядка электромобиля на те же 100 километров пробега обходилась в $2. Была колоссальной. Электричество стоило почти в 30 раз дороже. Владельцы электромобилей платили за энергию столько же, сколько рабочий зарабатывал за 2 дня труда. Ford в 1908 запустил конвейерное производство модели T. Каждая машина сходила с конвейера за 93 минуты. Цена упала с 850 до $260 к 1925. Электромобили производились вручную и стоили от 1700 до $3000. Цена небольшого дома. Бензиновый автомобиль можно было заправить за 3 минуты на любой из тысяч заправочных станций, которые открывались по всей Америке. Электромобиль требовал 8 часов зарядки от специальной станции. В 1920-м в США работало 15 тысяч заправок и всего 300 зарядных станций. Чарльз Кеттеринг в 1911-м изобрел электрический стартер. До этого запуск бензинового двигателя был опасным занятием. Кривая ручка часто вырывалась и ломала руки водителям. Байрон Картер, основатель компании Картер Мотор, погиб именно так, помогая незнакомке завести автомобиль. Теперь завести машину мог даже ребенок, достаточно было повернуть ключ. Электромобили давали запас хода 80 километров в идеальных условиях. Зимой при включенном отоплении этот показатель падал до 40 километров. Бензиновый автомобиль проезжал 300 километров на одном баке в любую погоду. Американцы начали путешествовать по стране, строились шоссе между городами. Электромобиль не мог покинуть город, на дорогах не было зарядных станций. Свинцово-кислотные аккумуляторы весили 300 килограммов и занимали половину багажника. Они выходили из строя через 2-3 года, а их замена стоила половину цены нового бензинового автомобиля. Томас Эдисон потратил 10 лет и $3 миллиона на разработку никель-железного аккумулятора, но так и не смог сделать его дешевле и эффективнее. Инженеры компании Detroit Electric в 1912-м взвесили все компоненты своей лучшей модели. Батареи весили 430 килограммов, сам автомобиль 800. Получалось, что больше трети веса машины приходилось на источник энергии. Для сравнения, бак бензина на 20 литров весил 15 килограммов и давал в 3 раза больший запас хода. Томас Эдисон лично испытывал свои никель-железные аккумуляторы, проезжая на электромобиле по окрестностям Нью-Джерси. Его батареи служили в 2 раза дольше свинцовых, но стоили в 4 раза дороже. В 1914-м Эдисон объединился с Генри Фордом, чтобы создать доступный электромобиль для масс. Форд уже заказал 100 тысяч батарей Эдисона, когда понял, даже с конвейерным производством такая машина будет стоить вдвое дороже его модели T. Свинцовые батареи теряли заряд на морозе. Владелец электромобиля в Чикаго зимой 1916-го обнаружил, что его машина после ночной стоянки при минус 15 потеряла половину заряда. Он прогрел батареи в течение часа, но проехал всего 20 километров вместо обычных 80. Бензиновые машины заводились в любой мороз после прогрева двигателя. Летом ситуация была не лучше. При температуре выше 30 градусов свинцовые пластины в аккумуляторах начинали коробиться и осыпаться. Срок службы батарей сокращался вдвое. Владельцы электромобилей в Южных Штатах меняли аккумуляторы каждый год, тратя на это $700, почти 3 средних месячных зарплаты. Компания Baker Electric попыталась решить проблему веса, создав облегченную модель с уменьшенными батареями. Машина весила всего 600 килограммов и стоила на $300 дешевле. Но запас хода составлял жалких 40 километров. Покупатели отказывались от такого автомобиля. Он не мог даже пересечь Манхэттен и вернуться обратно без подзарядки. Физика была беспощадна. 1 килограмм бензина содержал 12 тысяч ватт-часов энергии.
Лучшие аккумуляторы того времени давали всего 30 ватт-часов на килограмм. Чтобы сравняться с энергоемкостью бензина, батареи должны были стать в 400 раз эффективнее. Ученые по всему миру бились над этой задачей, но прорыва не происходило. В 1920-м последний крупный производитель электромобилей Detroit Electric выпустил всего 400 машин. Ford за тот же год продал 1 200 000 автомобилей с бензиновыми двигателями. Эра электромобилей закончилась. В 1909 поставил перед инженерами задачу снизить цену модели T вдвое за 5 лет. Он разбил производство на 84 операции, каждую из которых рабочий мог освоить за 10 минут. Время сборки одного автомобиля упало с 12 часов до 1,5. Конвейер двигался со скоростью 2 метра в минуту, рабочие стояли на месте, а машина приезжала к ним сама. К 1916-му цена модели T упала до $360. Самый дешевый электромобиль стоил 1800. Фермер в Айове мог купить бензиновый автомобиль, продав урожай с 3 акров земли. Для покупки электромобиля ему нужно было продать урожай с 15 акров. Форд построил заводы по производству комплектующих по всей Америке. Сталь плавили в Детройте, стекло делали в Огайо, шины производили в Акроне. Каждая деталь стоила копейки благодаря массовому производству. Производители электромобилей собирали машины вручную на маленьких фабриках, покупая дорогие аккумуляторы у единственного поставщика. В 1914-м Ford поднял минимальную зарплату рабочим до $5 в день, вдвое больше средней по стране. Рабочий на его заводе мог купить автомобиль, отработав 70 дней. Газеты назвали это революцией. Десятки тысяч людей выстроились в очередь к воротам завода в поисках работы. Ford получил армию лояльных работников и миллионы потенциальных покупателей. Компания Ford открыла 10 тысяч дилерских центров по всей стране к 1920-му. В каждом городке с населением больше 1000 человек можно было купить модель T, получить запчасти и ремонт. Электромобили продавались только в крупных городах через эксклюзивные салоны. В провинции физически не мог купить электрокар, даже если у него были деньги. Ford заключил контракты с нефтяными компаниями на строительство заправочных станций. К 1925-му в Америке работало 30 тысяч заправок. Каждая станция продавала не только бензин, но и масло, запчасти, предлагала мелкий ремонт. Владелец бензинового автомобиля мог проехать от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, заправляясь каждые 300 километров. Производители электромобилей пытались создать сеть станций замены батарей. В 1910-м компания Hartford Electric открыла 12 станций в Нью-Йорке, где разряженную батарею меняли на заряженную за 5 минут. Но содержание каждой станции обходилось в $3000 в месяц. Через 2 года все станции закрылись, они не окупались. Ford тратил $2 миллиона в год на рекламу. Его объявления висели на каждом углу, модель T мелькала в газетах и журналах. Производители электромобилей полагались на сарафанное радио и рекомендации в узких кругах богачей. Когда даже эти богачи начали покупать бензиновые машины, электромобили потеряли последних клиентов. Нефтяная скважина Лукас в Техасе выдавала столько нефти в 1911-м, что ее просто сливали в озера и овраги, хранить было негде. Цена барреля упала до 8 центов. Нефтяники теряли деньги, но продолжали качать, потому что остановить скважину было дороже, чем работать в убыток. К 1915-му в Техасе, Оклахоме и Калифорнии работало 8 тысяч скважин. Америка производила 300 миллионов баррелей нефти в год. Бензин стоил 5 центов за галлон, меньше, чем бутылка газировки. Проехать 100 километров на автомобиле обходилось в 15 центов. Владелец электромобиля платил электрической компании $2 за полную зарядку батарей. Та же сумма позволяла бензиновому автомобилю проехать 1300 километров. Разница была настолько огромной, что богачи начали пересаживаться на бензиновые машины просто ради экономии на топливе. Компания Standard Oil Джона Рокфеллера построила нефтепровод длиной 8000 километров от скважин Техаса до заводов Нью-Джерси. Нефть текла сама под давлением, транспортировка стоила копейки. Электричество нужно было генерировать на угольных станциях, терять треть энергии при передаче по проводам, а потом еще треть при зарядке батарей. Нефтеперерабатывающие заводы в 1920-м производили бензин как побочный продукт. Главной целью была керосиновая фракция для ламп и печей. Бензин получался сам собой, и его нужно было куда-то девать. Автомобили стали идеальным решением. Они потребляли то, что раньше просто сжигали на факелах. Стоимость электричества зависела от угля, который нужно было добыть, привезти по железной дороге, сжечь на станции. Профсоюзы шахтеров регулярно объявляли забастовки, цены на уголь росли, а за ними росли тарифы на электричество. В 1919-м стоимость зарядки электромобиля выросла на 40% за один год. В
Правительство не облагало бензин налогами до 1932. Нефтяные компании продавали топливо по себестоимости плюс минимальная наценка, зарабатывая на объемах. Электрические компании были монополистами в своих городах и задирали цены как хотели. В Нью-Йорке киловатт-час стоил 12 центов, в Чикаго – 15. Открытие гигантского месторождения из Техас в 1930-м обрушило цены на нефть до 13 центов за баррель. Это была катастрофа для нефтяников, но благо для автомобилистов. Бензин продавали по 10 центов за галлон, заправочные станции устраивали ценовые войны, предлагая топливо по 7 центов. Проехать 1000 километров стоило меньше $1. Владелец электромобиля в том же 1930-м платил $8 в месяц только за зарядку, проезжая 300 километров. Владелец бензинового автомобиля тратил $3 на бензин и проезжал 1000 километров. Экономика была безжалостна. Электромобили просто не могли конкурировать. Владелец электромобиля в 1915-м возвращался домой вечером, подключал машину к розетке и ложился спать. Утром он обнаруживал, что батарея зарядилась только наполовину. Напряжение в сети упало ночью, когда заработали фабрики. Ему приходилось ехать на работу на трамвае, а машина заряжалась весь следующий день. Заправка бензинового автомобиля занимала 3 минуты. Водитель подъезжал к колонке, служащий заливал бензин из шланга, протирал стекла, проверял масла. Через 5 минут машина была готова проехать еще 300 километров. Никакого ожидания, никакой зависимости от электросети, никаких сюрпризов. Компания General Electric в 1912-м попыталась создать быструю зарядку. Инженеры пропустили через батареи ток силой 100 ампер вместо обычных 20. Аккумуляторы нагрелись до 80 градусов за 20 минут и начали выделять ядовитый газ. Свинцовые пластины покоробились, батареи вышли из строя, быстрая зарядка убивала аккумуляторы. Электрические сети в городах не выдерживали нагрузки даже от обычной зарядки. В 1918-м в Бостоне одновременно заряжали 40 электромобилей и такси. Трансформатор на подстанции перегрелся и сгорел, обесточив 3 квартала. Электрическая компания выставила таксопарку счет на $5000 за ущерб и запретила заряжать больше 10 машин одновременно. Бензиновые заправки множились как грибы. Предприниматель мог открыть станцию за $300, купить насос, резервуар на 1000 галлонов и навес. Станция окупалась за 3 месяца. К 1925-му заправка была в каждом городке. Водитель планировал маршрут, зная, что заправится где угодно. Станция для электромобилей требовала мощного трансформатора, специальной проводки, дорогого оборудования. Открытие одной станции стоило $15 000. Обслуживала максимум 6 машин в день, каждая заряжалась по 8 часов. Станция не окупалась никогда, в городе просто не было достаточно электромобилей. Водитель бензинового автомобиля мог спонтанно поехать за город на пикник, заправиться по дороге и вернуться. Владелец электромобиля планировал каждую поездку заранее, рассчитывая километраж и заряд батареи. Забыть зарядить машину означало остаться без транспорта на целый день. В 1923-м репортер газеты Detroit Free Press провел эксперимент. Он проехал на бензиновом автомобиле от Детройта до Чикаго и обратно за один день, сделав 2 заправки по 5 минут. Его коллега на электромобиле застрял в 50 километрах от Детройта, потратил 6 часов на зарядку в придорожной гостинице и вернулся на следующий день. Статья стала гвоздем в крышку гроба электромобилей. Скорость и удобство победили. Американцы полюбили свободу передвижения, спонтанные поездки, дальние путешествия. Электромобили привязывали к дому, требовали планирования, ограничивали радиус действия. Бензиновые машины давали крылья. Федеральное правительство США в 1916-м выделило $75 миллионов на строительство дорог. Деньги шли на асфальтирование шоссе, между городами, укрепление мостов, прокладку магистралей. Каждый километр новой дороги делал бензиновые автомобили привлекательнее, а электромобили бесполезнее. Маршрут 66 от Чикаго до Лос-Анджелеса открыли в 1926-м. 1900 километров асфальта пересекали 8 штатов. Водитель на бензиновом автомобиле проезжал весь маршрут за 6 дней, останавливаясь в придорожных мотелях. На электромобиле это путешествие было невозможно физически. Зарядных станций на маршруте не существовало. Нефтяные компании покупали землю вдоль новых шоссе и строили заправочные станции каждые 50 километров. Компания Shell в 1928-м открыла 2000 станций за 1 год. Каждая станция имела туалеты, магазинчик, мастерскую. Водитель получал не просто топливо, а полный сервис. Электрические компании не видели смысла тянуть мощные линии вдоль пустых шоссе ради горстки электромобилей. В 1920-м на всю Америку приходилось 300 зарядных точек, все в крупных городах. Между городами – пустота.
Электромобиль не мог покинуть городские границы без риска застрять посреди дороги. Мастерские переоборудовались под бензиновые машины. Механик учился ремонтировать двигатель внутреннего сгорания за 2 недели. Технология была простой и понятной. К 1925-му в каждом городе работало минимум 5 мастерских, где чинили бензиновые автомобили. Электромобили требовали специалистов по электротехнике. Ремонт батарей мог делать только обученный инженер с дорогим оборудованием. В 1923 во всей Америке было 40 сертифицированных мастерских по ремонту электромобилей. Владелец электрокара из Канзаса должен был отправить свою батарею в Чикаго и ждать ремонта 3 недели. Производители запчастей для бензиновых двигателей штамповали детали миллионами. Поршень стоил $1, свеча зажигания 15 центов, карбюратор $5. Запчасти продавались в каждом магазине скобяных товаров. Водитель мог сам заменить вышедшую деталь за полчаса. Аккумуляторы для электромобилей делали 3 компании на заказ. Одна батарея стоила $700, срок изготовления 2 месяца. При поломке владелец оставался без машины на все это время. Восстановление одной свинцовой пластины обходилось в $5-10 и требовало отправки батареи на завод. Армия США в 1917-м закупила 10 тысяч грузовиков с бензиновыми двигателями для войны в Европе. Военные построили сеть полевых заправок, обучили тысячи механиков, создали систему снабжения топливом. После войны эти механики вернулись домой и открыли мастерские по всей стране. Инфраструктура для бензиновых машин выросла в десятки раз. Последний гвоздь вбила Великая депрессия. В 1930-м банки закрывались сотнями, люди теряли работу, экономили на всем. Содержание электромобиля с дорогими батареями и высокими тарифами на электричество стало непозволительной роскошью. Дешевый бензин и надежные машины Форда оказались единственным доступным вариантом. General Motors купила производителя электромобилей Detroit Electric в 1927 за $200 тысяч и закрыла все линии через полгода. Официальная причина – убыточность производства. Реальная – устранение конкурента. General Motors зарабатывала $1 миллиард в год на бензиновых автомобилях и не хотела рисковать. Компания Standard Oil скупила патенты на быструю зарядку аккумуляторов в 1919. Инженер Томас Паркер разработал систему импульсной зарядки, которая сокращала время до 2 часов без повреждения батарей. Standard Oil заплатила $50 тысяч за патент и положила его в сейф. Технология не увидела свет следующие 50 лет. Консорциум нефтяных компаний вложил $5 миллионов в рекламную кампанию против электромобилей в 1922. Газеты публиковали статьи о взрывах аккумуляторов, отравлениях свинцом, пожарах при зарядке. Большинство историй были выдуманы или сильно преувеличены, но публика верила. Производители бензиновых автомобилей создали Американскую ассоциацию нефтяной промышленности в 1919. Ассоциация лоббировала законы, благоприятные для нефтяного бизнеса. Они добились налоговых льгот на разработку месторождений, субсидий на строительство заправок, государственного финансирования дорог. Электрические компании были разобщены и конкурировали друг с другом. В 1920-м в Нью-Йорке работало 12 независимых электрических компаний с несовместимыми стандартами напряжения. Владелец электромобиля не мог зарядиться в соседнем районе, розетки не подходили. Ford, General Motors и Chrysler объединились в 1925-м для создания единых стандартов. Все бензиновые автомобили использовали одинаковые заправочные горловины, одинаковый бензин, взаимозаменяемые запчасти. Водитель мог купить машину в Бостоне, заправиться в Техасе и починить в Калифорнии без проблем. Компания DuPont, крупнейший производитель химикатов, вложила $10 миллионов в General Motors в 1920-м. DuPont производил тетраэтилсвинец, присадку, которая повышала октановое число бензина и делала двигатели мощнее. Каждый галлон бензина приносил DuPont 2 цента прибыли. Электромобили угрожали этому бизнесу. Томас Эдисон потратил $3 миллиона на разработку щелочных аккумуляторов, но не смог найти инвесторов для массового производства. Отказывали в кредитах, ссылаясь на отсутствие рынка. В то же время Ford получил кредит на $50 миллионов под 2% годовых для расширения производства бензиновых автомобилей. Правительство США ввело стандарты безопасности для автомобилей в 1924. Все требования разрабатывались под бензиновые машины. Прочность бензобака при ударе, герметичность топливной системы, искрогасители в выхлопной трубе. Электромобили автоматически не соответствовали стандартам и требовали дорогостоящей сертификации. Последний независимый производитель электромобилей Baker Electric обанкротился в 1938. Владелец компании Уолтер Бейкер заявил в интервью, что его душили патентными исками, отказами в кредитах и демпингом цен со стороны гигантов автопрома. Он продал фабрику за долги, оборудование пошло на металлолом.
Инженеры General Motors в 1996 создали электромобиль EV1, который проезжал 160 километров на одной зарядке и разгонялся до 140 километров в час. Компания произвела 1117 машин и сдала их в аренду за $400 в месяц. Очередь из желающих растянулась на 5000 человек. Через 3 года General Motors потребовала вернуть все автомобили и уничтожила их на свалке в Аризоне. Водители умоляли выкупить машины за любые деньги, предлагали по $60 тысяч за электромобиль стоимостью 35 тысяч. Компания отказала всем. Рабочие давили исправные машины прессом, владельцы стояли рядом и плакали. Официальная причина – отсутствие спроса и убыточность программы. Документы показали другое. General Motors зарабатывала 80% прибыли на запчастях и обслуживании бензиновых двигателей. Электромобиль не ломался. За 3 года эксплуатации владельцы меняли только шины. Никаких масляных фильтров, свечей зажигания, ремней, прокладок. Дилерские центры теряли деньги. Нефтяная компания Chevron купила патент на никель-металл-гидридные батареи большой емкости в 1994 за $30 миллионов. Эти батареи позволяли электромобилю проезжать 300 километров. Chevron запретила производителям автомобилей использовать технологию. Патент лежал без дела 12 лет, пока не истек. Компания Texaco купила 120 патентов на зарядные станции и системы управления батареями между 1985 и 2000. Ни один патент не был реализован. Когда срок защиты истекал, компания подавала модифицированную заявку и получала защиту еще на 17 лет. Технологии оставались заблокированными. Калифорния приняла закон о нулевых выбросах в 1990-м, требуя от автопроизводителей продавать 10% электромобилей к 2000-му. Лоббисты General Motors, Ford и Chrysler потратили $50 миллионов на отмену закона. В 1996-м требования снизили до 2%, а в 2000-м закон отменили полностью. Производитель электромобилей Corday Technologies создал батареи с запасом хода 400 километров в 1991. Компания получила заказ на 10 тысяч батарей от General Motors. Через год General Motors отменила заказ без объяснений. Corday обанкротилась, ее патенты купила нефтяная компания Shell. Стэнфордский университет разработал систему быстрой зарядки за 15 минут в 1998. Грант на исследование финансировался фондом братьев Кох, владельцев нефтеперерабатывающих заводов. Когда технология заработала, финансирование прекратили, лабораторию закрыли, результаты засекретили коммерческой тайной. Документы, рассекреченные в 2006-м, показали сговор. Автопроизводители и нефтяные компании проводили тайные встречи с 1970 по 2000. Протоколы содержали планы по сдерживанию развития электромобилей, скупке патентов, лоббированию законов. Картель работал 40 лет, и никто не понес наказания. Илон Маск основал Теслу в 2003-м, когда литий-ионные батареи от ноутбуков стали достаточно дешевыми. Он соединил 6854 батарейки от ноутбуков в один блок и получил запас хода 400 километров. То, что не удавалось сделать 100 лет, решилось технологией из смартфона. Первый Roadster в 2008 стоил $109 тысяч, но разгонялся до 100 за 3,9 секунды быстрее Porsche. Бензиновая суперкар перестала быть символом скорости. Электромобиль впервые победил не экономией, а характеристиками. Отменила все налоги на электромобили в 2009-м. Tesla Model S стала стоить дешевле аналогичного BMW с учетом топлива и обслуживания. К 2020-му 80% новых машин в Норвегии были электрическими. За 10 лет страна совершила переворот, на который не решилась за 100 лет. Китай построил 800 тысяч зарядных станций между 2015 и 2020. Правительство вложило $100 миллиардов в инфраструктуру, субсидировало покупку электромобилей, запретило бензиновые машины в центрах городов. Китай продал 5 миллионов электромобилей за 5 лет, больше, чем весь мир за предыдущие 100. Литий-ионные батареи подешевели с $1000 за киловатт-час в 2010 до $130 в 2020. Цена упала в 8 раз за десятилетие. Электромобиль стал дешевле бензинового с учетом полной стоимости владения. Volkswagen объявил в 2017 о прекращении разработки новых бензиновых двигателей. Компания, производившая двигатели внутреннего сгорания 130 лет, капитулировала. 80 миллиардов евро направили на электрификацию. Последний бензиновый автомобиль сойдет с конвейера в 2035-м. General Motors, уничтожившая электромобили в 2003-м, объявила в 2021-м о полном переходе на электричество к 2035-му. Компания инвестировала $35 миллиардов в технологии, которые сама же душила 20 лет.
Ну что, кто бы мог подумать, что электромобили так быстро загонят бензиновые машины в угол? Если вам интересно узнать больше таких захватывающих историй, загляните на наш сайт whiteori.com, ссылка в описании. Ирония истории достигла апогея. Продажи электромобилей выросли с 17 тысяч в 2010 до 10 миллионов в 2022. Экспоненциальный рост повторял историю модели Т-Форда с сначала игрушка для богатых, потом транспорт для всех. Цикл замкнулся через 120 лет. Почему электромобили проиграли 150 лет назад? Не из-за технологий, они были достаточно хороши. Проиграли из-за нефти по 5 центов за галлон, из-за отсутствия инфраструктуры, из-за свинцовых батарей весом в полтонны. Но главное, проиграли из-за корпораций, которые заработали триллионы на бензине и защищали свой бизнес любой ценой. Электромобиль опередил свое время навек, теперь время пришло, и остановить его уже невозможно. История сделала полный круг, и победитель определен. Только на этот раз, навсегда.